Мальчики, девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами, как всегда, Вероника. И сегодня расклад на тему, в каком состоянии ваши защиты на данном этапе находятся. В преддверии полнолуния, которое будет 30 числа, то есть через неделю, сами понимаете, определенные персонажи в нашей жизни уже сегодня буквально начинают закладывать фундамент негатива для нас с вами. Но это, в принципе, их проблемы. Мы же перед тем, как работать на полнолуние, с вами посмотрим, что по защитам вообще, стоит ли их подобновить или уже на полнолуние поработать, или же заранее как бы себя обезопасить. Ну, в общем, смотрите, что по предварительному могу вам сказать, что на полнолуние многие из вас получат какое-то освобождение от какого-то деструктива. По Таро Веретника скажу, что многие из вас начали работать с темными. Смотрите, кладбище, погост сюда, темные ипостаси богов сюда. Это также могут быть и места силы. И идет процесс исцеления у многих. Но есть еще свои моменты. Вообще работы ваши идут благополучно, и у вас очень хорошая поддержка как рода, так и не только его. То есть много какие силы вам помогают на данном этапе вашей жизни. Да, смотрите, тут многие ваши недоброжелатели уже расплату получают тем, что у них, что закроют, в общем, наши ряды, как говорится. Там у многих людей сейчас с головой некие проблемы вырисовываются. Так что, да, у них там по деньгам очень хорошо ударило. Ну, это первое, почем их ударит, в принципе. Это логично. Итак, определяйтесь с вашим вариантом. Сейчас долго не буду вникать в этот момент. Посмотрю просто, в каком состоянии вашей защиты. И, возможно, подсказки посмотрим, как вам быть. Сегодня немножечко решила поменять камушки, но вот так вот мне захотелось. В общем, надеюсь, вы уже определились, каждый со своим вариантом. А я буду приступать к первому варианту. Вот здесь пусть будет лежать он. Итак, первый вариант. Я вас приветствую. И давайте посмотрим, в каком состоянии ваши нынешние защиты. Но тут вы взяли верх над теми, которые хотели вас прогнуть, в общем, проманипулировать вами, и вы отошли от этого. В хорошем состоянии ваши защиты. Также, смотрите, через сны будете получать еще подсказки, и есть моменты, которые вы еще пока не в состоянии, предвидеть, предусмотреть. То есть там свои коррективы жизни все же еще будет вносить. Это как подсказка вам. Так, в каком состоянии ваши защиты? Давайте еще. Здесь вы мастер своего дела. Да, здесь руническая магия. Вы метаете в своей жизни чувство вины или же ситуации людей, которые вас хотят
подавить, скажем так. Ну, опять же таки, это хитрость, обман, манипуляции, туда же вообще любое средство хорошо. Главное, чтобы вы делали то, что им надо, и им все равно, как они вас к этому подведут. То есть вот здесь вот ну, как бы хорошо, здесь я вижу, что был такой момент, как, знаете, стало страшно, да, от чего-то, от того, что, возможно, нападки почувствовали и начали быстро действовать. Но от того, что вы быстро действовали, это не помешало вам сделать все хорошо. Да, здесь были вот эти вот моменты. Еще что-то карта меня это будоражит. Угу. Проклятия, да, там были проклятия. Угу. Ну, тут духи рода вам в поддержку, в помощь, поэтому, в принципе, не так уж и плохо у вас. Есть свои нюансы, но защиты, тут на полнолуние в любом случае их нужно будет пообновлять, потому что еще будут конфликтные ситуации, будут вашу энергетику болтать. Ну, то есть специально выводить вас из равновесия, дабы поживиться вашим ресурсом, или же чтобы вы где-то, знаете, как на эмоциях неверное решение для себя приняли. Здесь защиты в принципе нормально, подновить на полнолуние. Если у кого-то есть из вас желание, пожалуйста, еще какие-то себе дополнительные поставьте. Будет не в минус вам, это точно. Так, ваши защиты. Смотрите, первый вариант. Здесь у вас откровения от ангелов, архангелов, от предков вашего рода однозначно идут. Особенно, что касаемо тех людей, которые о вас очень много сплетен разводят. Вам здесь еще нужно от сплетников. В рунах есть такие ставы. В принципе, при большом желании можете это все найти в интернете. Чтобы больше им не хотелось этого делать в вашу сторону. Да, здесь еще смотрите, какое-то известие по поводу ваших защит будет вам. А что за известие? Будут, смотрите, на полнолуние будут пробивать ваши финансовые каналы, ваше благополучие портить. Да, из-за жадности, ребят. Будут действовать вам на психику. То есть здесь вам нужно себя в этом подстраховать к полнолунию. Так что в каком состоянии защиты, в принципе, думаю, все вам понятненько. Прислушивайтесь к себе, вам все покажут. Особенно во сне, там информация к вам придет. На защите у вас есть, скажем так, знаете, вот здесь молодцы, что идете, да, туда, куда вы идете. Но здесь еще есть такой момент, что впереди у вас много чего увлекательного и занимательного будет, скажем так, на этом поприще. Поэтому, пока все верно. Немножечко доработать надо. Не в том плане, что вы плохо их сделали, либо их покоцали. Нет, будет только нападение. Дополните их. Знаете, для чего? Вот такое ощущение, что люди будут воздействовать именно на вашу голову. Понимаете, чтобы вы вот сами не хотели, допустим, добиваться той цели, которую вы себе поставили. Знаете, чтобы апатия у вас была, там, нежелание двигаться вперед. Или, знаете, так, ладно, что будет, то и будет. Вот такой какой-то аспект идет. Поэтому тут от мороков, и, в принципе, то, что я уже посоветовала, и будет все отличненько. Да. Так что вот такой вот был первый вариант.
Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши впечатления. Проигрывается ли у вас данный расклад. Так, а мы переходим ко второму варианту. Приветствую вас, белые камушки. Сейчас посмотрим, в каком состоянии у вас защиты на данном этапе. Что нам тут подскажут по вам? Чудесно. Здесь был шанс, и вы его не упустили. Ну да, здесь, конечно, уже посерьезнее, чем в первом варианте идет. Здесь все отлично, ребята. По защитам все круть. Вы... Вот был шанс, вы им воспользовались, и это привело к тому, что у вас начали исполняться ваши желания, как бы много с чем они могут быть у вас связаны, но здесь все шикарно. Так. Смотрите, будьте, единственный такой совет вам, будьте осторожны, что-то могут вам подлить. Друзья, товарищи, подруги, в кавычках назову их всех так, хотят вас на какой-то выбор поставить. И знаете, что еще хотят? А ну-ка, сейчас, секунду. Короче, ни с кем не делитесь тем, какие защиты вы себе проставляете, это раз. Во-вторых, они от вас чего-то хотят, слушайте. И такое впечатление, что хотят вашей силой воспользоваться для того, чтобы, да, ребят, они хотят воспользоваться и вашей силой слова. А для чего? Гляньте, тут одни магические, короче, ваши способности выходят, ваш потенциал. Хотят воспользоваться этим через огонь, через то, чтобы вы с ними поработали. Свечи. Планов у них очень много. Хорошо, для чего хотят, чтобы вы поработали с ними? Аж интересно, чего от вас хотят? Понятно, короче, через рунику планируют, чтобы вы им принесли доход определенный. Ну, то есть, чтобы через вас у них больше денег было, больше потенциала, либо же вообще что-то с перехватом на вашу силу магическую сделать. Ну, тут так у них, понимаете, здесь реально люди помешаны на ваших способностях, на вашем даре. И хотят это как бы подприбрать. То есть по защитам все отлично, будьте бдительны в окружении, не допускайте к себе крыс. Так, давайте теперь еще посмотрим, что вам тут подскажут. Вам какое-то известие будет о том, что у вас... Смотрите, тут такая ситуация, второй вариант. Меня смотрят те люди, которые уже нашли себя, которые идут, допустим, даже свое дело у кого-то из вас может быть. Либо же вы что-то удачно начали. Вы в движении находитесь. И здесь будет вам еще информация о том, что у вас еще больше оборотов будет, понимаете, больше удачи. Возможно, вы займете более высокооплачиваемую должность, либо же у вас обороты в вашем деле пойдут. Поэтому тут вообще очень хорошо. У вас, да, хорошая защита от вот этой всей, знаете, вас нелегко сбить с пути. Вот. Единственный, да, момент, вот не подпускайте к себе недоброжелателей, потому что там через упокоенных могут на вас действовать. Да, у вас оберег от того, чтобы вашу голову не дурили неупокоенные товарищи. То есть, ну тут все круто. Подсказка какая.
Вот кто-то захочет к вам влезть в жизнь. Вот это единственное предупреждение. Захочет этот человек вас на распутье поставить. Слушайте, я вам уже сказала и повторюсь, здесь кто-то хочет ваших знаний, кто-то хочет от вас узнать, как выписывать приговор за колдовство своим недоброжелателям. Не делитесь своими знаниями, не разбазаривайте их. Даже если у вас, допустим, вы практика, вы там курсы даете, да, какие-то определенные, смотрите внимательно за людьми, которые к вам приходят, то есть просто тупо всех сканируйте. Потому что, цена вопроса лично для вас аховская. Это ваш опыт, это ваши знания, это ваша интуиция, это ваша магическая сила, связь с родом, с предками. От этого всего зависит ваше будущее благополучие. И знаете, тут еще информация такая идет, второй вариант. Эти люди будут вам очень льстить. Угу. Вы получите информацию о том, что на вас идет атака. То есть через сны, либо же через свою интуицию, те, кто в практике, те понимают, о чем я, когда знаки улавливаешь из пространства. Здесь высший суд над теми, кто вам кости обмывает, кто сплетничает о вас, поэтому в любом случае товарищи свое отхватят, а вы предупреждены. Так у вас все, в принципе, отлично по защитам. Тут все хорошо, и не только по защитам, здесь очень хорошо все идет у вас в жизни. Так что второй вариант. В каком состоянии ваши защиты? Да в отличном. Они просто в замечательном состоянии. Везде звезда. Еще второй вариант, такая вам подсказка. Знаете, не будьте слишком самонадеяны. То есть руку на пульсе все равно вам нужно держать, несмотря на то, что у вас все отлично. Потому что пропустите буквально мелочь какую-то, и она как ком потянет за собой последствия. Вам это, в принципе, не надо, вы уже нацелены на абсолютно другие вещи в этом мире. Вот такой был второй у нас вариант. Я благодарю вас за просмотр, оставляйте свои комментарии по этому всему раскладу. И, в принципе, второй вариант. Добра вам этого мира. Пока-пока. Так, мы будем переходить к третьему варианту. Синенькие, либо голубые камушки, кому как нравится. Будем смотреть сейчас, что у вас по защитам. В каком они состоянии у вас находятся. И вообще, что нам покажут сегодня из информации о вас. Итак, третий вариант. Как защиты, так. Ух ты, круто. Третий вариант. Здесь колесо фортуны работает на вас. Если во втором варианте человек воспользовался случаем, то здесь вы хозяин фортуны. Это дар вам от ваших предков. Здесь подсказка. Следите за тем, что если у вас была идея какая-то, и вы как будто перестали ею гореть, то это воздействия идут. То есть сбивают вас с пути. Да, у вас какая-то умершая надежда, что ли. Знаете, как вот... Да, пытаются обнулить все ваше направление. Вот у вас есть цели, понимаете, у вас есть цель. Конкретная и определенная. Вот хотят вас с нее столкнуть. Но здесь знаете, какой момент? Круговые защиты. И не одна у вас. В каком состоянии? Да в отличном состоянии. Знаете, как интересно.
вот смотришь на вас, как будто их нет, этих защит. Но если кто полезет, то, извините меня, про пиздона выписывают высшие по серьезным вещам. Здесь люди, возможно, смотрят те, которые уже с договорами. Ну, сами понимаете, о каких договорах я вам говорю. Здесь страшный суд за вами стоит. И знаете, вот мне идет информация, вы хозяйка колеса фортуны. То есть вот кто к вам с чем приходит, вот куда крутанете, туда у человека и судьба пойдет. Если брать по защитам, здесь не статические защиты. Ментал классно прокачан через род. Здесь у вас уже защиты более высокого порядка идут. Поэтому, если вы понимаете, что вы недавно в магии, это не ваш вариант, перезагадайте, пожалуйста. Либо же сегодня вот для вас нет информации. В каком состоянии ваши защиты? Во-первых, они наполняются тогда, когда вы находитесь в дорогах. Они как обороты набирают. Но дороги должны быть именно по душе, именно, знаете, вот вы едете отдыхать. Не пахать, не по делам, а вот получаете кайф от движения самого. Самолеты, поезда, самокаты, скейт, я не знаю, вообще одна фигственно. И здесь темные, тут так интересно показано, вообще обалденно. Причем вы контролируете свои эмоции, даже если вам, вы понимаете, что работы там дофигища в том месте, куда вы едете, да, вы на период дорог, вы как успокаиваетесь и просто в моменте находитесь и получаете удовольствие от самого процесса нахождения в пути. И за счет этого ваши защиты, они как... Понимаете, здесь махина, здесь защита, это целая махина, и она не статична. И эта махина набирает еще большие обороты, причем здесь через темных идет у вас защита. Через род, через темных, то есть ничего, круто. Обнуление каких-то ситуаций непотребных, на секунду. Смотрите, в чем непотребщина-то? Здесь идет очищение ваших слабых мест. Если где-то в последние несколько, давайте 7 дней берем, 5-7 дней, были какие-то атаки в вашу сторону, вы это все выловили, естественно. Да, тут кто-то пытался с вами потягаться. Ну-ну, бедолаги, наверное. А ну-ка, секунду. Ну, понятно, там джекпот ребята словили, в принципе. Вам через вот то, что они вас не пробили, нет. Но у вас было определенное состояние, да, так сказать, невозвышенное, давайте так назовем. И через вот эти моменты с вас как подчищали те места, через которые вы можете быть уязвимы для дальнейшей практики магической. Вот так вот здесь. То есть шла подчистка определенных деталей, чтобы было все хорошо. Чтобы вообще, знаете, как в идеал все было, не за что было никому зацепиться. У вас защита не просто в идеале, ребята, они у вас живут своей жизнью. Это как живой механизм, понимаете? Я не скажу, что это одна душа, нет. Это именно механизм, там много составляющих, оно живое, оно вращается, оно дышит,
оно вас защищает и охраняет. Здесь вы, да, здесь по менталу идет, вы это все очень классно чувствуете и простраиваете, дополняете. Но здесь еще, знаете, из темных такой какой-то серьезный товарищ у вас на страже. Уж не знаю, как вы с ним лично сотрудничаете, но такой, знаете, ну, непростой. С характером, с норовом. Может, он с вами себя тактично ведет, ибо потому что у вас свои договора. Но сама вот энергетика, да, которая идет, там такой, знаете, ух. Че, подходишь, да, хочешь? Ну, давай ближе, а на тебе по полной программе. И вдогонку еще, знаете, пока не разорвет, не отпустит. Вот, ну, прикольно, нравится мне. Классный помощник у вас. То есть, ну, род хорошо так вам. Смотрите, и тут дальше начинают показывать, короче говоря, ваших недоброжелателей, насели на свои проблемы, точнее, другие люди со своими проблемами на них насели. У них полное разрушение иллюзий, и тут сами предки вашего недоброжелателя, если вы вообще через своих предков общались с предками вашего недоброжелателя, кем бы он там ни был, то уже его предки запустили определенную программу. То есть вы сумели договориться и с другим родом. На чем я вас могу поздравить? В каком состоянии ваши защиты? Ребята, в идеальном. И здесь не просто в идеальном. Но знаете, все равно вот побольше им внимания уделяйте, я бы вот так сказала. Понимаете, это живой организм, его нужно питать. Иначе могут быть легкие недомогания. Знаете, вам как будут вот через ваше состояние давать понять, что им нужно. Вот так вот. Здесь путь, который вы выбрали, это ваш путь предназначения. И на этом пути предназначения вы полностью защищены. Всевышним, богами, ангелами, бесами, демонами, родом, кем хотите. Вы защищены по всем фронтам. Единственный момент, меньше халатности. Замечайте детали. Больше подношений. Под тоже тому же роду, знаете. Хотела кое-что сказать, но не буду говорить. Вы сами знаете, кто из вас, куда, как и когда приносит эти подношения. Там уже индивидуально. Так что, ну что, третий вариант, блин, что, ну что. Да здесь просто, ну, обалденно. Мне очень понравилось по третьему варианту. Прям я четко увидела такую махину интересную, знаете. И настолько все неординарно, настолько все многогранно. Это, да, смотрите, это вам все по правосудию. Вы можете вершить правосудие, и поэтому вам даны эти силы. То есть вы душа такого склада, которая не позволит себе размениваться на всякую мерзость. И если уж кто заслужил, то ну, вы не отпустите. Вот как ваш помощник. Вы не отпустите, вы будете даже еще давать сбежать немного недоброжелателю. Пусть он думает, что у него все хорошо, и потом начнете добивать, когда ему будет хуже всего. Ну, здесь люди, которые умеют подавать месть холодной. И, в принципе, если вам развязывают на это руки, в этом нет ничего предосудительного. Здесь стратегии меня смотрят по третьему варианту. Все вы правильно и верно делаете. В конце концов, надо же себя как-то развлекать. Так что вот таким вот был у нас третий вариант. Благодарю вас за просмотр. Вот по третьему варианту очень хотелось бы почитать ваши комментарии, если у вас будет желание поделиться. Как же у вас это все проигрывается. И добра вам этого мира. Пока-пока.